Всем привет, с вами Виктория Ню. В этом видео поделюсь с вами впечатлениями после использования продукции корейской компании Atomy. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Всем приятного просмотра. В начале видео короткое слайд-шоу с той продукцией, о которой пойдет речь в данном ролике. На моем канале есть видео, в котором я показала, как был упакован товар и рассказала о заявленных свойствах производителям. Ссылочку на то видео я оставлю в описании. В данном видео поделюсь с вами своими наблюдениями от использования данной продукции. И так как некоторые товары тестировала не только я, поделюсь с вами впечатлениями родных и близких мне людей. С того момента, как впервые продукция компании Atomy попала ко мне в руки, прошло почти полгода, поэтому в данном видео будут не первые впечатления от использования продукции, а впечатления, проверенные временем. И первый товар, о котором пойдет речь, это бальзам для губ. И этот товар на себе использовала только я, причем как в холодное, так и в теплое время года. Во время нанесения бальзам словно тает на губах, слышен еле уловимый ненавязчивый аромат. Думаю, ни для кого не секрет то, что девушки съедают помаду с губ. Так вот, на вкус данный бальзам сладковатый. Состав бальзама натуральный, вкусненький. Думаю, девушки поймут, о чем я говорю. Не знаю, был ли в вашей жизни такой опыт. Вы нанесли бальзам для губ, в течение дня поели, бальзама на губах не осталось, и ваши губы снова сухие. И вы снова чувствуете необходимость нанести бальзам на губы. Ну так вот, с данным бальзамом такого не происходит. Восковой маслянистый блеск уходит, но губы остаются увлажненными. Абсолютно не чувствуется никакого дискомфорта. Нет ощущения, что у вас на губах что-то жирное, липкое. В общем, это хороший увлажняющий бальзам для губ, который комфортно носить на губах и приятный на вкус. Бальзам отлично справляется со своей основной задачей – увлажнения губ. Ничего сверхъестественного во время использования не происходит, ни уменьшения, ни увеличения губ, то есть ничего такого нет. Бальзам вполне можно использовать как базовый слой перед нанесением губной помады. Но если вы пользуетесь стойкими губными помадами, те, которые можно удалить только специальными средствами, имейте в виду, что данные свойства у вашей помады утратятся. Ну а следующие два товара – это, на мой взгляд, отличный тандем для чистки зубов. В упаковке было 8 зубных щеток, также в отдельной упаковке было 4 тюбика с зубной пастой. И, конечно же, я не могла не поделиться всем этим добром со своими родными. К тому же их впечатления от использования для меня были также немаловажны. Зубная паста на вкус очень приятная, немного ментола, немного медовых ноток и еле слышимый цитрусовый аромат. Зубная паста очень хорошо пенится, расход действительно минимальный, и это заметили все члены семьи. В процессе использования никто из нас не почувствовал термоядерного взрыва мяты или ментола в своей ротовой полости. Нет никакого ярко выраженного, скажем так, охлаждающего эффекта, да и в принципе во время использования нет никакого ни жжения, ни покалывания. После использования данной пасты все отметили одну особенность – на зубах в течение дня не образуется никакого налета. Даже стоматолог, у которого я наблюдаюсь уже в течение 7 лет, заметил разницу. Ну а для моего брата данная зубная паста заменила дорогостоящую пасту для чувствительных зубов. Что касается зубной щетки с очень тонкими и мягкими ворсинками, у всех было ощущение при первом использовании, как будто щетка ничего не чистит. И у всех возникало желание как-то посильнее надавить на щетку, прижать ее посильнее к зубам. Мы пользуемся электрическими щетками, но лично я 2 раза в день не могу использовать электрическую щетку. У меня сразу возникают болезненные ощущения, такое впечатление, как будто по деснам трактор проехал. Поэтому помимо электрических щеток мы также используем и обычные щетки. В данной зубной щетке вся прелесть в ее тонких и мягких ворсинках. Ворсинок очень много, и они довольно плотно собраны. И они действительно настолько мягкие, что в процессе чистки вы практически не чувствуете, как щетка чистит зубы. В сравнении с другой щеткой в таком же ценовом диапазоне очень сильно видна разница ворсинок. У черной щетки ворсинки на концах обрублены, а вот на щетке от компании Atomy кончики ворсинок сходят на нет. Именно поэтому во время чистки зубов нет такого явного привычного для нас ощущения, когда вы чувствуете, что щетинки проходятся по вашим зубам либо деснам. По ощущениям, щетка словно скользит по поверхности, будто полируя ее. Примерно через неделю, дней 10 мы все перестали давить на щетку, так как понимали, что она и так отлично справляется со своей задачей. Думаю, для всех сейчас очевидно, что негативное воздействие такой щетки на зубную эмаль и на десны минимальное, и это действительно так. Со временем кончики щетинок стираются, перед вами новая щетка и щетка после 3 месяцев использования. Следующие впечатления будут о кремах для рук.
В наборе 4 тюбика, 2 из которых имеют осветляющий эффект, оставшиеся 2 борются с морщинами. Напомню, что уменьшение возрастных изменений и осветляющий эффект данных кремов подтвержден клиническими испытаниями. От себя могу сказать следующее. Состояние кожи рук меняется моментально, сразу после первого нанесения. Я использовала крема «Мягкий мак» с осветляющим эффектом и масло карите, уменьшающее возрастные изменения. Крем «Розовая вода» с осветляющим эффектом и цитрусовый лимон, борющийся с возрастными изменениями, тестировали мои родные. У всех кремов легкая, не липкая текстура. Крема легко распределяются по коже и быстро впитываются. Те крема, которые борются с возрастными изменениями, более плотные по консистенции. Но при этом они также легко распределяются и хорошо впитываются. Через 5-10 минут, когда крем впитается, кожа рук становится мягкой, бархатистой, очень приятной на ощупь. После нанесения можно спокойно заняться домашними делами, при этом эффект не пропадает после контакта с водой. Также я заметила, что крема хорошо затягивают маленькие ранки, порезы, и при незначительных ожогах крема очень хорошо успокаивают кожу рук. Название каждого крема соответствует его аромату, который явно слышится в течение 10 минут. Но через 10-15 минут аромат будет еле слышно, даже если поднести руку близко к носу. Ну и еще одно немаловажное наблюдение для меня. На момент записи видео моему маникюру 2 недели, ногтевая пластина уже отросла, но моя кутикула выглядит так, как будто я только недавно сделала маникюр. Заметила я это не сразу, примерно через месяц после использования данных кремов. Я видела, что ногтевая пластина хорошо отросла, но вот маникюр делать как-то особой потребности не возникало. Следующие 5 товаров из дорожного набора. Объем продуктов небольшой, и изначально мне казалось, что хватит мне их максимум на неделю. Но по факту некоторые средства до сих пор мной до конца не использованы. Тонер, он же тоник, это жидкость, которая моментально увлажняет и тонизирует кожу. Тонер я наносила на очищенную кожу, эффект увлажнения действительно моментальный. Также кожа моментально розовеет, скорее всего это из-за того, что в составе есть спирт. Но буквально через 2-3 минуты тонер впитывается и покраснения исчезают. Запаха спирта как такового не слышно, слышится свежий травяной аромат. Пару капель распределяю на ладонях и затем прикладываю ладонью к лицу. Именно таким способом я наносила тонер, и это заметно сократило расход. Если бы я использовала ватный диск, расход был бы больше. Да и спирт быстрее выветривается на ладонях. После тонера я иногда использовала лосьон. Почему иногда? Дело в том, что в моей ежедневной рутине не было такого, чтобы я наносила все 5 средств из набора одновременно. Я понимаю, что жители Кореи, скорее всего, наносят все 5 средств из данного набора последовательно каждый день. Но лично для меня после очищения было достаточно нанести либо только лосьон, либо только сыворотку, либо только крем. По моим ощущениям, даже после использования одного какого-то средства из данного набора моя кожа была вполне хорошо увлажнена. Лосьон из себя представляет мягкое молочко, которое хорошо распределяется и быстро впитывается. Никаких покраснений во время нанесения у меня не наблюдалось. Мне понравилось использовать данный лосьон на ночь. Утром я просыпалась со свежим увлажненным лицом, и ради эксперимента я даже умылась один раз обычным мылом, и мое лицо не стянуло от сухости. Эффект увлажнения кожи от данного лосьона действительно продолжительный. Но самое главное для меня это то, что кожа и по ощущениям, и на вид действительно увлажненная, а не жирная. Ну а вот следующий товар превзошел все мои ожидания. Это эссенция, концентрированная сыворотка, которая очень хорошо увлажняет кожу, выводит токсины и наполняет кожу питательными веществами. Для меня это просто какой-то must-have. Эссенция может спокойно заменить любой увлажняющий крем для лица. Буквально через 15 минут после нанесения кожа словно светится изнутри, при этом не важно, насколько вы устали в течение дня или ночи. 15 минут и ваша кожа выглядит свежей, подтянутой и увлажненной. Эссенция хорошо распределяется, быстро впитывается, при этом расход минимальный. 1-2 нажатий помпы вам будет достаточно для того, чтобы распределить эссенцию по всему лицу и шее. Мне также понравилось использовать данное средство как базу под макияж. После того, как эссенция впитается, кожа становится словно бархатной. Тональный крем, рассыпчатая пудра на кожу ложится просто идеально. Причем данную эссенцию мы тестировали на разных типах кожи, и каждая из нас замечала, насколько лицо преображалось за каких-то 15 минут, и этот эффект держался весь день.
Следующий товар, о котором пойдет речь, это увлажняющий крем для лица. Мы все заметили, что крема от компании Atomy очень хорошо и быстро впитываются в кожу, благодаря технологии ферментации, которая позволяет разделять активные ингредиенты до мельчайших частиц, и мультикапсульной технологии, которая помогает доставлять препарат глубоко в кожу. Данный увлажняющий крем для лица не стал исключением, он очень хорошо распределяется и действительно быстро впитывается. В холодное время года данный крем я использовала на ночь, и то не каждую ночь. На протяжении 3-4 дней я абсолютно не чувствовала никакого дискомфорта, сухости кожи, поэтому использовать крем каждый день я не видела необходимости. В теплое время года я наносила крем в дневное время, и также на протяжении нескольких дней моя кожа оставалась хорошо увлажненной, вне зависимости от того, наносила я макияж или нет. После того, как крем впитается, на поверхности кожи заметно незначительное свечение. Сразу хочу пояснить, это не жирный блеск. На ощупь кожа мягкая и бархатистая. На ощупь абсолютно не чувствуется никакого масла либо жира. По консистенции крем легкий, очень хорошо распределяется. За счет этого расход крема небольшой. И немаловажно для меня то, что в креме нет никаких ярко выраженных отдушек. Следующий товар – это крем для кожи вокруг глаз, и этот крем имеет еще более легкую консистенцию. В этом креме также нет никаких ярко выраженных отдушек. Крем также отлично распределяется и очень хорошо впитывается. Думаю, девушки, которые используют крема для кожи вокруг глаз, иногда замечали такое явление. После использования крема кожа вокруг глаз становится настолько влажной, что даже можно сказать мокрой. Причем, если после использования таких кремов наносить макияж, буквально через пару часов ваш макияж полностью расплывется. Так вот, после нанесения крема для кожи вокруг глаз от компании Atomy, кожа вокруг глаз не становится влажной. Через 5-10 минут крем полностью впитается и начнет действовать как бы изнутри. Кожа выравнивается и становится на ощупь бархатистой. На такую кожу очень хорошо ложится макияж. Мелкие морщинки практически сразу становятся менее заметными, при этом нет ощущения стянутости кожи. Следующий товар – это BB-крем. У компании Atomy он представлен в одном тоне. BB-крем с SPF защитой 30, также в Корее и в Японии отмечают PA-фактор, степень защиты в данном креме 2 плюсика, это означает среднюю степень защиты от солнца. Как я уже сказала, у компании Atomy BB-крем представлен в одном тоне, и когда я первый раз нанесла немного BB-крема на руку, он настолько сильно отличался от тона моей кожи, что у меня сложилось стойкое впечатление, что данным BB-кремом я не смогу пользоваться. Но в процессе нанесения и распределения BB-крем действительно подстроился под тон моей кожи. И мне сразу же стало интересно, насколько данный BB-крем сможет подстроиться на очень светлый тон кожи и на очень темный тон кожи. И тут мне помогли мои подруги. Мы наносили данный BB-крем и на очень загорелый цвет кожи, и на, скажем так, мраморный цвет лица, и под всех данный BB-крем подстроился. Данный BB-крем не плотной консистенции, он довольно-таки хорошо распределяется, нет ощущения маски на лице. Он очень хорошо выравнивает цвет лица, а за счет светоотражающих частичек вам сразу становится видно, как будто ваша кожа стала более гладкой и ровной. Пигментация у данного BB-крема, на мой взгляд, ниже среднего. Воспаленные прыщики, либо явные синячки данный BB-крем не скроет. После тестирования мои подруги сами заказали себе BB-крем, и все до сих пор им довольны. Единственное, девочки, у которых жирная кожа, в течение дня все-таки припудривают лицо, но подруги, у которых сухая кожа лица, в пудре не нуждаются. Я не очень люблю плотные тональные крема, пользуюсь ими очень редко и то только в холодное время года, поэтому данный BB-крем для меня отлично подошел. Ну а следующие два средства удивили своей эффективностью. Данные два средства мы тестировали на коже разной возрастной категории. Сразу после первого использования все отмечали, что кожа становилась настолько чистой, словно они только что побывали на чистке у косметолога. При этом никаких болезненных ощущений и после процедурных покраснений у них нет. Первое средство для глубокого очищения кожи. Средство имеет плотную кремообразную текстуру. Небольшое количество средства наносится на сухую кожу и распределяется массажными движениями в течение 2-3 минут. После этого средство нужно смыть теплой водой, но на самом деле, как бы вы ни старались, смыть полностью это средство с лица довольно сложно. Даже после смывания такое ощущение, что на лице осталось очень много масла, жира, крема.
И вот как раз таки для того, чтобы полностью смыть это средство с кожи, понадобится пенка для умывания. Это средство очень хорошо пенится, и если средством для глубокой очистки я пользовалась максимум 3 раза в неделю, то этой пенкой для умывания я пользовалась каждый день. Эти два средства отлично очищают кожу, вы сразу же после первого же применения заметите результат. Через месяц после использования вы сами увидите, насколько меньше стали ваши поры. После каждого использования вы будете чувствовать, как ваша кожа словно дышит. При этом, учитывая то, что средства действительно очень глубоко очищают кожу, вы никогда не почувствуете ни сухость, ни стянутость кожи. В общем, от этих двух средств все, кто пробовали его у меня в гостях, остались в полном восторге. После тестирования все заказали их себе в использование. Следующий товар – это очищающее средство для тела. Использовала я его вместо геля для душа, у него травяной аромат. Средство хорошо пенится, но, на мой взгляд, его основным достоинством является то, что оно очень хорошо удаляет с кожи омертвевшие клетки. Я не могу объяснить, как данное средство работает, но после его использования такое ощущение, как будто с вас сняли тонкий слой кожи. После применения ощущение такое, что вы только что использовали отшелушивающий пилинг. Но в данном средстве нет никаких грубых отшелушивающих частиц. Как я уже сказала, данное средство я использовала вместо геля для душа, но результат был такой, словно я проскрабировала все тело. Средство очень хорошо полностью смывается водой, не оставляя мыльного налета на коже. Ну и следующий товар – это увлажняющий питательный лосьон для тела. Использовала данный лосьон я, конечно же, после душа, хватило мне его буквально на 4 раза. Лосьон очень хорошо распределяется, очень быстро впитывается, никакой липкости на поверхности кожи не оставляет. Слышатся парфюмированные нотки, причем аромат довольно стойкий. Если вы хотите слышать на себе нотки своих любимых духов, то лучше воздержитесь от использования данного лосьона. Просто лично я не очень люблю, когда гели для душа, либо крема для тела, лосьоны для тела содержат очень стойкую парфюмированную отдушку. После таких средств я не могу использовать свой любимый парфюм, поэтому, как правило, такие средства я использую только на ночь. Ну а вот следующий товар – это еще одно открытие для меня, и это шампунь для волос. Флакон небольшой, и как мне изначально казалось, этих 40 мл мне хватит буквально на пару раз. Но, как оказалось, шампунь очень хорошо пенится. У меня каре, и 40 мл мне хватило для того, чтобы помыть волосы 9 раз. Во время использования в течение 1 минуты у вас образуется очень много пены. Буквально через 1 минуту пена превращается просто в мыльную воду. Причем эта мыльная вода очень легко полностью смывается. Сказать, что данный шампунь очень хорошо очищает кожу головы, ничего не сказать. Девочки, у кого очень быстро лоснятся волосы, попробуйте этот шампунь, и вы поймете, что проблема не в ваших волосах и не в вашей коже головы. Проблема в средстве, которым вы пользуетесь. И, конечно же, отличное дополнение к этому шампуню – кондиционер для волос. Сразу хочу уточнить, что даже без использования кондиционера после мытья головы ваши волосы не будут пересушенными, их спокойно можно будет расчесать, уложить. Данный кондиционер придаст вашим волосам немного блеска и объема. Конечно, после использования кондиционера волосы более послушные, но сам кондиционер довольно легкий, он не утяжеляет волосы, я бы даже сказала, он делает волосы более воздушными. Ну а следующие товары – это 2 маски для лица. 120 мл продукта хватит действительно надолго. Я тестировала данные маски практически на всех, кто приезжал в гости. Первая маска – это пилинг-гель. Это легкий пилинг в домашних условиях. В процессе нанесения никакого жжения, дискомфорта маска не вызывает. Маска действительно мягко отшелушивает и смягчает кожу, при этом после использования никаких покраснений на коже нет. Когда я слышу слово пилинг, у меня сразу возникают ассоциации, связанные с химическим либо кислотным пилингом. Средства, на которых написано слово пилинг, я всегда наношу довольно аккуратно, потому что ожидаю какого-то жжения. Ну так вот, данная маска ничего с подобными пилингами общего не имеет, на мой взгляд. Никакого жжения во время использования, никакого покраснения после использования ни у кого не наблюдалось. Маску мы наносили тонким слоем, гелевая консистенция очень хорошо распределяется, и буквально через 10-15 минут маска легко скатывается. После скатывания омертвевших клеток маска легко смывается водой.
После такой процедуры как минимум 3 дня перед тем, как выйти в солнечную погоду на улицу, нужно наносить на лицо солнцезащитные средства, дабы избежать возникновения пигментных пятен. Следующая Pilov маска, она также очень хорошо отшелушивает кожу, при этом очень хорошо очищает закупоренные поры и обеспечивает упругость кожи. У этой маски плотная вязкая консистенция, совсем тонким слоем нанести ее не удастся. И на мой взгляд, ее лучше все-таки наносить более толстым слоем, нежели первую маску. Маска вязкая, поэтому распределять ее будет удобнее специальной лопаточкой или же силиконовой кисточкой. Затем нужно подождать, пока маска полностью высохнет. Во время высыхания маски вы будете чувствовать, как лицо будет стягивать. Конечно же, лучше в этот период времени не разговаривать особо и не улыбаться. Сразу скажу, что масками я особо не балую свое лицо, и в лучшем случае я наношу маски раз в неделю. Эффект от Pilov маски лично мне понравился больше, хотя я не могу сказать, что пилинг маска как-то не справилась со своей задачей. Pilov маска после полного высыхания снимается пленкой, поэтому во время нанесения избегайте участки кожи там, где есть волосяной покров. В принципе, каких-то явных отличий от использования этих двух масок особо вы не заметите. Просто пилинг-маска, она снимает больше слоя роговевших клеток. Pilov маска, да, она отшелушивает, но в более щадящем режиме. Но вот Pilov маска, на мой взгляд, она лучше подтягивает именно кожу лица. Также в Pilov маске от компании Atomy мне понравилось то, что она действительно легко снимается пленкой. При этом пленка, которая образуется, она довольно плотная, эластичная, поэтому маску действительно не так сложно снять. Ну и следующие два товара – это иммунный комплекс и чай для похудения. Химохим я пропила курсом 1 месяц по 2 пакетика в день. В пакетике светло-коричневая суспензия. Не могу сказать, что она приятная на вкус, тем не менее, не могу сказать также, что она совсем противная. Через дня 3 я спокойно и быстро выпивала пакетик. Химохим я принимала в холодное время года. Я сразу заметила улучшение в своей иммунной системе. В видео я не буду особо вдаваться в подробности о своем состоянии здоровья, просто скажу. Такого результата после приема химохима в течение месяца у меня не было ни от каких витаминов. Никакие аптечные витамины, даже если вы будете пить их горстями, не дадут вам такого результата. К тому же, помимо иммунной системы, химохим восстанавливает нервную систему, эндокринную систему. И то, что данный препарат предназначен для профилактики онкобольных, это действительно очень сильное заявление, поэтому препарат запатентован, и он проходил сертификацию и клинические испытания во многих странах. Это еще раз доказывает, насколько этот препарат уникальный. И на сегодняшний день аналогов просто не существует. Я соглашусь, что препарат не дешевый, для тяжелых заболеваний одного курса будет недостаточно, но уже через неделю вы увидите ответную реакцию организма, вы почувствуете, как организм будет реагировать на препарат, и, соответственно, только после этого вы сможете сделать вывод, продолжать вам дальше прием или нет. Конечно же, это все индивидуально, и перед применением обязательно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. От себя я могу сказать, что я очень рада, что такой препарат на сегодняшний день существует на рынке, его можно приобрести, и, конечно же, корейцы в этом плане большие молодцы. Следующий продукт – это чай Pu'er для похудения. Данный продукт тестировала моя подруга, у меня нет показаний к уменьшению веса. Подруга использовала 1 пакетик в день, она заваривала чай, 1 пакетик на пол-литра воды. В течение дня она выпивала эти пол-литра, при этом никаких дополнительных диет, параллельно либо физических нагрузок она не применяла. На вкус данный 100% экстракт чая Pu'er ей не понравился. По ее словам, первую неделю ей даже было сложно выпивать пол-литра. Через месяц результат минус 3 килограмма, и по ее словам, что немаловажно, ни через неделю, ни через 2, после того, как она закончила пить чай, лишние килограммы к ней не вернулись. И она, и еще нескольких моих подруг после ее результатов заказали себе этот чай, и все отмечают медленное, но стабильное снижение веса. Ни на одну из моих подруг данный чай не подействовал как мочегонное средство, единственное, изменились вкусовые предпочтения. Кому-то перестало нравиться соленое, кому-то сладкое. Чай особых противопоказаний не имеет, но если у вас есть какие-то хронические заболевания, лучше все-таки посоветуйтесь перед применением со своим лечащим врачом.
Если какой-то из продуктов вас заинтересовал и вы хотели бы узнать о нем побольше, пожалуйста, задавайте вопросы, с удовольствием на них отвечу. Если у вас вопросы какого-то личного характера, пожалуйста, пишите мне в директ в Инстаграм. В инфобоксе я оставлю ссылку на сайт компании Atomy, но для того, чтобы сделать заказ, вам нужно будет зарегистрироваться. Для регистрации вам понадобится приглашение, поэтому для этого вам нужно будет связаться либо со мной, либо с Игорем. Контакты Игоря я также оставлю в инфобоксе. Еще раз хочу сказать огромное спасибо дистрибьютору Игорю за возможность протестировать продукцию от компании Atomy. Я рада, что компания Atomy сертифицирует свою продукцию в России. Очень надеюсь, что со временем на российском сайте будет больше ассортимент. Ну что ж, вот такое видео у меня в итоге получилось. Если вам понравилось видео или я была для вас хоть чем-то полезна, поддержите меня пальчиком вверх. Ну а я желаю вам здоровья и всего самого наилучшего. До скорых встреч!